В городе Марстон, штат Нью-Гэмпшир, судебные дела редко привлекали внимание публики. Однако один процесс заставил весь город замереть не из-за громкого преступления, а из-за неожиданного поворота, который потряс даже самых хладнокровных юристов. Все началось с инцидента в средней школе Ривервью-Хай. 13-летний мальчик по имени Джейден Брукс оказался в центре конфликта с местным полицейским офицером Майком Хадсоном. В школе произошел спор между Джейденом и другим учеником, и когда вызвали полицию, офицер Хадсон повел себя неожиданно жестко. Свидетели утверждали, что он повалил мальчика на землю и ударил кулаком в грудь, заставив того задыхаться. Все камеры в коридоре зафиксировали момент, но первоначальные отчеты были смазаны, а сам офицер утверждал, что применил минимально необходимую силу. Общественность разделилась. Некоторые верили полицейскому, другие требовали справедливости. Но никто не знал одной детали, которая должна была перевернуть дело. Кем был отец Джейдена? Имя этого человека не значилось в школьных бумагах. Его редко видели на собраниях. Официально он числился под псевдонимом, а его работа находилась под грифом «строго секретно». Его звали Эрик Брукс, и он был действующим агентом ФБР, специализирующимся на внутренних расследованиях, в том числе против неправомерных действий полиции. Суд над офицером Хадсоном начался тихо. Он пришел с адвокатом в полной уверенности, что все пройдет как обычно. На скамье сидели родители школьников, журналисты, свидетели. Но когда дело перешло к показаниям потерпевшей стороны, зал замер. В дверь суда вошел высокий, широкоплечий мужчина в темном костюме. Его лицо было холодным, взгляд стальным. Все замолкли. Это был отец Джейдена. Он прошел через зал, не говоря ни слова, передал судье удостоверение подлинное с золотой печатью федерального уровня и сел рядом со своим сыном, обняв его за плечи. За спиной мужчины стояли еще двое агентов в штатском. Их появление не было объявлено, но все поняли, дело приняло другой масштаб. Документы, предоставленные Эриком, содержали не только полное видео с камеры школы, включая удаленные ранее кадры, но и доказательства прошлых случаев применения силы этим же офицером. Все это было собрано за считанные дни с федеральной точностью. Судья пересмотрел дело прямо в зале. На видео было видно, как Хадсон не просто применил силу, а сделал это без причины, более того, с явной агрессией. Лицо офицера побледнело, когда он понял, кто именно наблюдает за каждым его движением. В течение часа обвинение было пересмотрено. Хадсон был арестован прямо в зале суда. Его адвокат пытался протестовать, но уже было поздно. Зал молчал. Никто не ожидал, что отец окажется человеком, который не будет кричать, не будет угрожать, а просто войдет с доказательствами и разрушит ложь фактами. С тех пор имя Эрика Брукса вспоминали шепотом в полицейских отделениях. И каждый офицер в городе знал: если ты поднимешь руку на ребенка, убедись, что ты знаешь, кто его отец. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.